Приветствую! Сегодня мы продолжаем наш разговор на тему внимания к деталям в крафте. И делаем это на примере костюма из сериала «Вавилон 5». А если быть более конкретным, то коммуникатора для данного костюма. Мы рассмотрим, как он был изготовлен, какое он имеет в принципе отношение к нашей сегодняшней теме, а также нам нужно будет подвести общие итоги за два видео, потому как для тех, кто не смотрел, в предыдущем мы рассматривали изготовление вот такого вот ППГ для этого же костюма. В общем, у нас на сегодня куча дел, давайте уже начинать. Для начала давайте разберемся, почему я решил уделить отдельное внимание такой вроде бы незначительной детали, как коммуникатор. Это не суперсложный крафт, и даже несмотря на то, что я решил таки организовать здесь подсветку этой лампочки, он не кажется чем-то сложным. Но давайте все-таки немножко разберемся, и для этого нам опять придется перенестись в прошлое и посмотреть, как эта штучка у нас устроена. Давайте рассмотрим этот коммуникатор поближе, что же в нем может быть интересного, ведь на первый взгляд он очень простой. А все дело в том, что в сериале в одной из сцен мы видим, как при нажатии на кнопку коммуникатора у него в верхней части загорается небольшая лампочка. И я подумал, почему бы не реализовать такой функционал. Заказчику будет приятно, а мне, в общем-то, несложно, потому что схема элементарная, схемой-то толком не назвать. Тем более мы ее реализовывали в нашем предыдущем видео про ППГ, то бишь про бластер из того же Вавилона 5. Все, что для нее нужно, это батарейка, какая-нибудь кнопочка и лампочка. В данном случае это светодиод. Интересно то, что в самом сериале эти коммуникаторы были цельнолитые, то есть в них никакого функционала не было. Потому как на постпродакшене в нескольких сценах дорисовать небольшую светящуюся точку значительно проще, чем реализовывать ее физически. И теперь я это понимаю, с какими проблемами они могли бы столкнуться, если бы попытались это сделать. Ну и давайте наконец заглянем, что же у него внутри, из каких частей он состоит. Это задняя крышка, две вот такие вот внутри детальки и основной, собственно, корпус. Помимо этого есть еще кнопочки и еще должны быть небольшие декоративные треугольнички спереди, которые я добавлю позже. Основных деталей целых 5 штук. Откуда же столько? Все дело в том, что у нас коммуникатор располагается вот так вот на руке. Несмотря даже на то, что в сериале он достаточно толстый, но чтобы это все кирпичом не выглядело, мы очень ограничены по высоте. По моим расчетам получилось, что он высотой у них был 4 мм. Давайте же теперь разбираться, как он, собственно, выглядит. Если мы посмотрим на коммуникатор, за верхней крышкой с отверстиями у нас должна располагаться вот такая вот какая-то ребристая поверхность. Так вот она выглядит. И, собственно, мы сюда ее вкладываем. Итого, толщина крышки плюс толщина этих ребрышек, она достаточно ощутимая, ведь их должно быть визуально видно через вот эти отверстия. Итого у нас внутри корпуса, не считая опять же еще задней крышки, у нас остается всего 2 мм. И тут у нас возникает проблема. Где же мы будем размещать батарейку? Я, например, часто использую батарейки формата 2032. Это означает, что они 2 см в диаметре, и толщина у них 3,2 мм. Сюда она у нас уже не поместится. Помимо этого, можно было бы использовать какие-нибудь небольшие 1,5-вольтовые часовые батарейки, например, разместив одну здесь, одну здесь. Но это немножко усложнит схему, и, в общем, я посчитал это неудобно. Вместо этого я взял одну из самых маленьких 3-вольтовых батареек. Она у нас формата 12-16, что значит, что она 12 мм в диаметре. И толщина у него всего 1,6 мм. То есть мы прекрасно укладываемся в наши 2 мм. Сделал для нее вот такую подкладочку. И батареечку мы сложили сюда. Это не отвечает на вопрос, почему деталей много. А на самом деле это все для упрощения печати. То есть мы печатаем отдельно этот корпус, отдельно печатаем ребристую и отдельно вот эту деталь. Потому как иначе понадобились бы какие-нибудь поддержки, а при такой печати никакие поддержки не нужны. Достаточно будет просто склеить вот эти детальки все вместе и упаковать туда внутрь, собственно, пакетом. Очень удобно. То есть целиковый корпус у нас выглядит вот так.
В нем размещается батареечка, как я уже сказал, наша маленькая. Все прекрасно поместилось. Но теперь нам нужно перейти к кнопкам. Я часто использую вот такие тактовые кнопки. Они на самом деле в большом количестве техники используются, но с ними возникла та же самая проблема. Толщина у нее около 4 мм с учетом самой кнопки, что равняется толщине всего нашего корпуса. Можно было бы использовать какие-нибудь, например, пленочные кнопки, но где их приобрести, я, например, не представляю. Самому их изготавливать — это достаточно большая морока. Тем не менее, я решил изготовить кнопку сам. Я взял просто 2 латунные пластины, подпаял к ним контакты, и теперь это у нас вот такая получилась двухсторонняя кнопочка. То есть мы, нажимая на пластину сверху, она у нас замыкает контакт. Кнопка эта ненадежная, плюс она еще со временем окислится, но и, в общем-то, коммуникатор этот, во-первых, не просили функционала, во-вторых, не то чтобы он делается на века. Вот так вот она у нас помещается вовнутрь, и с обратной стороны вы видите пластину. Разумеется, пластинами это все дело не будет. Здесь у нас будут стоять кнопочки. Вставляйтесь кнопочки. Будут стоять кнопочки, подпираются они вот этими 2 пластинами, и при нажатии, собственно, на кнопку пластины замыкают, и ток идет к нашему светодиоду, с которым тоже, как ни странно, возникли проблемы. Все дело в том, что светодиоды, часто используемые, это 3-мм, это 5-мм и 3-мм. Например, вот это вот 3-мм светодиод. Светодиоды, которые в корпусе часто используемы. Если мы сравним с отверстием нужным, оно у нас в 2 раза меньше, чем, собственно, светодиод. Если мы сюда приделаем здоровенную лампочку, выглядит это будет некрасиво. Опять же, размер светодиода по высоте равен высоте нашего корпуса. В общем, не влезает ни в какую. Теоретически светодиода можно подпиливать корпус. То есть можно было бы его перепилить. Но проблема в том, что диаметр при этом никак не уменьшить. Соответственно, и светодиод пришлось выбирать необычный. Теоретически вы можете взять, например, светодиод формата 3528. То есть вот как в светодиодных лентах они используют. Это значит, что у него он размером 3,5 на 2,8 мм. Но учтите, что стандартные, вернее старые светодиоды этого формата имеют достаточно большую толщину. Сейчас же появились светодиоды такого же формата 3528, но с меньшей, собственно, толщиной. То есть если у старых она порядка 1,5 мм, то у новых уже высота около миллиметра. Но такой светодиод я использовать не захотел, потому как он занимает много места, да и у меня был другой вариант. Вряд ли вам что-то будет видно, я постараюсь вам, может быть, сфотографировать макро съемочкой и фоточку повесить. Есть у меня вот такая платка, и на ней располагается совсем маленький SMD светодиод. Светодиод, если что, это вот это 3 контакта, а вот это светодиод. Наверное, сейчас попробую вам его включить, может быть, вам хоть видно будет его. И если что, такие светодиоды сейчас достаточно часто встречаются. Вот, видите, он там светится. И выковыривать его можно, например, из старой сломанной флешки. Вот эта индикаторная лампочка, которая горит, там, скорее всего, припаян вот такой малюсенький светодиод. Паять его, конечно, мне нечем особо. И не стал бы я такой мелочевкой заниматься. Но если есть возможность отрезать кусок платы, на которой есть дорожки, ведущие к этому светодиоду, уже подпаяться к дорожкам, это уже значительно проще. Итого, собственно, вот здесь вот у меня размещается вот эта платка с маленьким светодиодом. Он совсем тонкий, и, собственно, его легко разместить. А почему я, собственно, искал такой тоненький светодиод? Все дело в том, что у нас будет, если светодиод будет светить просто из дырки, это будет некрасиво. Соответственно, нам нужно эту дырочку чем-то занять. Те штуки, которые занимают дырочки для светодиодов, называются световоды. То есть это кусочки пластика, как правило, или стекла,
куда светит светодиод, и потом свет по ним передается уже в нужное место. Особенностью этого коммуникатора является еще то, что там прямо лампочка-лампочка, то есть там вот эта вот светящаяся часть, она прямо выпирает полукругом. Поэтому мне пришлось еще вдобавок вытащить вот такую вот, дальше он обрежется, вот примерно вот так, вытащить еще такой небольшой световод. Соответственно, чтобы у меня была возможность вклеить его в корпус, я взял светодиод минимальной толщины. В общем, вот так вот все должно выглядеть в сборе. То есть у нас есть корпус, склеенный из 3 деталей, у нас здесь вот должен вставиться световод, маленький специфический светодиод, самодельная кнопка и достаточно специфическая маленькая батарейка. И все это только ради того, чтобы у нас загоралась одна маленькая лампочка на коммуникаторе. После нехитрых операций по шкурению, сборке и покраске мы имеем вот такой коммуникатор. Единственная его функция — это при нажатии на обе кнопки у нас в верхней части загорается небольшой светодиодик. Из интересных моментов, на которые я бы хотел обратить внимание, это его форма. Она немножко выгнутая. Дело в том, что человеческая рука у нас не плоская, и, соответственно, для плотного прилегания коммуникатор приходится также немножко выгибать. И этот момент следует учитывать еще на стадии проектирования, потому как если бы мы спроектировали его, например, полым, чтобы легче электронику внутри расположить, либо расположили эту электронику несимметрично, нам значительно сложнее было бы его выгнуть по форме, если бы вообще в принципе это было возможно. Так как на коммуникаторе присутствуют очень мелкие детали, а для изгиба нам нужно нагреть эту деталь, соответственно, все мелкие детали могли бы поплавиться, поплыть, как-то исказиться. В общем, чем монолитнее мы спроектируем этот предмет, тем легче нам вот будет изогнуть его в результате. Но какое это все имеет отношение к вниманию к деталям? Например, PPG из нашего предыдущего видео, в их ситуации я изначально знал, насколько дольше займет изготовление более детализированной версии против ее упрощенного и на самом деле изначально планируемого варианта изготовления. Тогда как коммуникатор преподнес мне не очень приятный сюрприз. Я изначально не планировал тратить столько времени на реализацию такой элементарной функции, как зажигание маленькой лампочки. И все уперлось в то, что я не учел, какого размера этот коммуникатор. Он не супер маленький, но он так конструктивно устроен, что в него неудобно запихивать электрику. И мне пришлось потратить на него сильно больше времени, чтобы реализовать элементарную, по сути дела, вещь. И говорю я про все это потому, как такие моменты являются оборотной стороной медали при высокой детализации. И эти моменты следует учитывать в своей работе. Ведь иногда, чтобы достичь, в общем-то, не очень сложного эффекта, времени придется потратить на это значительно больше, чем ты планируешь. На этом часть про коммуникатор наконец-то завершена. То давайте немножко посмотрим непосредственно на сам китель, тем более, что на нем есть пару моментов, которые касаются нашей сегодняшней темы. Я думаю, что на переднюю часть вы уже насмотрелись за 2 видео, поэтому давайте я вам немножко его покручу. Здесь пока еще не закреплен пояс и пряжка, потому что это удобнее сделать на финальной примерке непосредственно на человеке, так проще соблюсти центр, ну и прочие мелкие нюансы. Здесь у нас есть знаки отличия в виде значка и планки. Также знаки отличия присутствуют на плечах. Давайте я вам их покажу. Такие вот у нас есть погоны. И на каждом плече у нас расположено по нашивке. Что же здесь касается нашей сегодняшней темы? Если обратить внимание, то центральная часть вот этой вот планки имеет текстуру мелких-мелких точек. И это неспроста. Это, опять же, элемент копийности, элемент мелких деталей. Для производства они на самом деле усложняют процесс, потому как печатать такую деталь, вернее, такую мелкую текстуру сложнее. Красить это тоже сложнее, ее, если переборщить с грунтом, ее достаточно легко закрасить.
Но зато мы получаем продукт, который ближе к оригиналу. Что касается нашивок. Нашивки отрисованы с нуля и заказаны, собственно, на вышивании, на вышивальной машине. Что это, что это. Несмотря на то, что нашивки, вот этот значок, планку, в общем, кроме пряжки и погон, вы все можете купить в готовом виде. Это все продается. Но здесь мы возвращаемся к нашей теме, а именно к пункту 1 Research. Я не понимаю, почему производители, тем более производители массовых товаров, так мало внимания уделяют ресерчу и не пытаются даже повторить оригинал. Что касается значка, то что я видел в продаже, оно плоское, вместо того, чтобы золотые обводки были выпуклыми. Планка не имеет этой текстуры, которую я вам показывал, хотя в массовом производстве нет абсолютно никакой сложности нанести эту текстуру. С нашивками тоже есть некоторые сложности, я не буду сейчас нудеть и рассказывать вам про все нюансы и тонкости, но они отрисованы достаточно грубо, как те, которые я видел в продаже, и с ошибками, поэтому мы просто не могли их использовать, и нам пришлось для более точной копийности изготавливать их самостоятельно. И здесь мы переходим к еще одному важному вопросу, который я не затрагивал в предыдущем видео, где я рассказал про ППГ, где я честно сказал, что в основе лежит бесплатная модель, ее легко найти, но при этом я рассказал, какие изменения достаточно, на мой взгляд, масштабные были в ней произведены, чтобы привести это все дело к более точному виду. Единственное, что я не забыл, это то, что в бесплатной модели рукоять выполнена единым куском, то есть там не 3 детали, как здесь, отдельно рукоять и к ней 2 щечки, а там это все выполнено в виде единого куска, что, в общем-то, тоже негативно сказывается на копийности. Чему я все это говорю? Дело в том, что и ППГ вы можете приобрести, они продаются. Есть очень известный сайт, на котором мастера выкладывают свои работы и продают их. И в случае, когда вы можете приобрести хороший качественный продукт, мы даже заказчикам рекомендуем это делать, потому как зачем повторять работу, которую уже кто-то хорошо сделал, если есть возможность ее приобрести. Но, к сожалению, это был не наш случай. Заказчик попросил меня посмотреть, что же там такое продается, и посоветовать ему, стоит ли это заказывать или нет. И к моему большому сожалению, несмотря на то, что я обнаружил, по-моему, аж 4 продавцов, все они продавали примерно одно и то же. А именно это была распечатка той самой бесплатной модели, которую я тоже брал за основу, но только эти продавцы не внесли в нее вообще никаких изменений, не постарались сделать ее ближе к оригиналу, в общем, не проделали абсолютно никакой работы. И обычно я не люблю оценивать чужое творчество, скажем так, но здесь мы все-таки говорим про продукт, про товар, они его продают. Поэтому давайте быстренько пробежимся, что же я там увидел и что же меня смутило. Первое — это копийность, собственно. Я уже сказал, это была та самая бесплатная модель. В ней много недостатков, посмотрите предыдущее видео, я не буду повторяться. Поэтому копийность там достаточно низкая. Момент номер 2 – это качество самой печати. Я уже опять же говорил, у меня не крутой принтер, обычный совершенно, и качество печати у меня получилось такое же, если не лучше, скорее всего, даже несколько лучше. Еще один момент – это спорные решения в процессе печати. Например, один из авторов распилил рукоять пополам, чтобы повысить качество печати. Да, он получил более высокое качество проработки вот этих шашечек, но также он получил очень грубый шов ровно посередине рукояти, который потом очень сложно как-то замаскировать, это придется протачивать каждую шашечку отдельно. В общем, это очень спорное решение. Момент номер, не знаю уже какой, это покраска.
У авторов доступны два варианта к заказу. Это сырая копия, сырая модель для сборки прямо из-под принтера. И второй вариант – это собранный и покрашенный. Под покраской авторы имеют в виду задуть из баллонов два цвета. Ручка черным, все остальное серебрянка и вперед в продакшн, собственно. В общем, покраски считайте, что там нет никакой. Вот примерно такие товары были доступны к покупке. И, разумеется, это я не мог никак рекомендовать своему заказчику, поэтому мы решили сойтись на том, что ППГшку мы тоже не заказываем где-то на стороне, а изготавливаем сами. Но давайте обо всем по порядку. Сделаем общие какие-то выводы. Я пытался обратить ваше внимание на важные моменты, а именно research, то бишь исследование, узнать как можно больше о предмете, который вы собираетесь изготовить, или, кстати, приобрести тоже. Момент номер 2 вытекает из первого. Постараться соблюсти все пропорции как самого предмета, так и относительно вас, чтобы не было каких-то нюансов и чтобы это все смотрелось органично. Момент номер 3 – это непосредственно сама по себе детализация. Опять же, не устану повторять, момент ресерча очень важен. Мы там узнали обо всех мелких деталях, которые на пункте 3 мы пытаемся повторить в меру своих возможностей, потому как именно мелкие детали придают реалистичности объекту, повышают его копийность. В общем, от мелких деталей на самом деле зависит многое. Помимо этих пунктов мы еще рассмотрели некоторые более сложные вещи, такие как ощущения от предмета и как вы с ним взаимодействуете, если вы верите в его реальность, и что вообще придает ему реалистичности. В нашем случае это было утяжеление, это было момент срабатывания кнопки, ну и в общем финишная отделка и какие-то опять же тактильные ощущения от предмета. И что же нам показал эксперимент? Почему же я так им доволен? Более качественный экземпляр, который имеет вес, в котором четко работает кнопка, на котором выведена поверхность. Все эти тактильные ощущения позволяют лучше поверить в реалистичность предмета, а соответственно лучше отыгрывать роль, если это касается актеров, да и косплеерам в принципе надо отыгрывать роль. Вести с предметом, в общем, себя более естественно. Я уж молчу про то, что иметь более реалистичный предмет в коллекции, это тоже как минимум приятно. И теперь, когда мы подвели некоторые итоги, напоследок я хочу снова вернуться к моменту покупки готовых деталей костюма. Я рассказал вам на примере знаков отличия, нашивок и даже, в общем-то, ППГ. Все это вы можете приобрести в готовом виде. Но у меня есть к вам просьба. У нас все-таки видео про внимание к деталям. Не забывайте про пункт 1. На самом деле он важен даже в случае покупки товаров. Потому что если вы не будете точно знать, как должен выглядеть предмет, который вы хотите приобрести, копию которого вы хотите приобрести, если вы не будете обладать этими знаниями, вы автоматически полагаетесь на мнение продавца. А как показывает мой личный опыт, продавцы очень редко заморачиваются с такими мелочами и нюансами. Что ж говорить, если они берут бесплатную модель, печатают ее и продают. Такие люди не будут доводить поверхность до нормального состояния, нормально красить и уж тем более уделять внимание каким-то тактильным ощущениям от предмета. Поэтому если вы действительно хотите получить качественный продукт, приобрести качественный продукт, пожалуйста, не брезгуйте и узнайте, проведите эту работу и узнайте, как же должен выглядеть предмет, который вы будете приобретать или заказывать. Это все, как и оба эти видео, разумеется, касаются только того, что если вы действительно хотите качество получить. Ну, в противном случае, я надеюсь, что хотя бы вам было интересно просто про это послушать. А я же на этом буду, наверное, прощаться. Пока-пока. И бонусную часть вам, наверное, добавлю, как обычно.